Здорово, народ! Поговорим про актуальную тему на данный момент. Что происходит с аукционом и действительно ли это дюп? Пока кто-то инфо-цыганит на новости и читает посты с Reddit, я решил разобраться, в чем же все-таки дело. И накопал много интересной информации. Но давайте начнем с предыстории. На днях под видосом подписчица оставила коммент, сообщила информацию о возможном дюпе предметов, скинув ссылку на Reddit. Впоследствии выяснилось, что она является автором данного поста. В посте говорится, что есть некий персонаж с сервера Doomhammer, который выставляет огромное количество разных реагентов на аукцион, при этом демпит рынок почти на 50%. В том числе на Reddit упоминают, что подобные объемы видели не только на европейских серверах, а также на американских. Меня заинтересовала данная новость. В комментариях начали склоняться к дюпу пыла и обуза сумок профессий, которые стоят 600 пыла. Я решил посмотреть, что это за персонаж такой, и наткнулся на действительно огромные объемы от него. На Reddit увидел коммент, что он сидит в огре возле аукциона. Но я и решил зайти и попробовать с ним связаться. Может узнать, что интересное. Но очевидно у меня не получилось. Он просто не отвечал. Но на удивление он оказался действительно живым игроком, а не ботом. Так как его мувмент не был похож на бота. Так что этим аккаунтом точно управлял человек. Позже это подтвердил еще один англоговорящий игрок, который следил за ним, и сказал мне, что он отвечал ему, односложными фразами, типа «Окей, go», «Fine, go». Я начал за ним наблюдать и увидел, что он владеет огромным количеством аккаунтов. Все как один имеют 40 ачивпоинтов и являются рыцарями смерти расы Пандарен. В том числе в гильдии, в которой он состоит, всеми участниками являются такие же рыцари Пандарена. Понаблюдав за ним некоторое время, я понял, что он является крупным ботоводом. Его ДК, о котором все говорят, является просто аукционным аккаунтом, на котором он все продает. Но вот его ферма, которая состоит только из воинов-орков, бегала по одному маршруту. Банк отряда, аукцион, почта. И все эти персонажи бегали по одному и тому же паттерну и одинаковые повороты камер. Все также имели 40 ачивпоинтов, что наглядно показывало, что это пустышки ботовода. Мне стало интересно, чем он занимается и почему имеется общий паттерн. После этого я начал искать связь между орками-воинами и ДК-пандаренами. И нашел интересную особенность, что ранее существовавший эксплойт золотом на новом персонаже был пофикшен, но не до конца. Если создать Пандарена рыцаря смерти, то ему не требуется проходить стартовую цепочку рыцарей смерти, а есть возможность сразу телепортироваться в столицу. И тут я понял схему. Создается ДК на определенном сервере и скидывается голд в банк отряда. Это на первый взгляд может показаться, что это мелочи, немного он не фармит, но чуть позже вы поймете. Он старается не светить свои ключевые аккаунты, но в один момент он зашел на ДК, которого я ранее не видел, и совсем с другой гильдией. Я пробил через армори и удивился количеству участников. Их оказалось более 160. И все аккаунты уникальные. А это означает, что минимум 160 активных окон он имеет. Мне стало интересно, каким образом он делает такие объемы реагентов и может ли получать сумку за пыл в неограниченном количестве. И я разобрался. Изначально я хотел рассказать публично, как это все работает, но не хочу остаться крайним, кто принес этот эксплойт в массы. Так как наверняка, если бы я это показал, появилась бы куча последователей, которые решили бы это повторить. Единственное, что я могу сказать на данный момент, этот эксплойт связан с концентрацией в неограниченном количестве и без КД. А теперь просто представьте масштабы всего происходящего. 160 аккаунтов и наверняка основная часть действий автоматизирована, или это вовсе какое-то РМТ-сообщество. И вполне возможно, это не все его аккаунты, их намного больше. Это объясняет такие объемы за короткий промежуток времени. Поэтому я написал тикет на почту Blizzard, где все подробно объяснил. И очень надеюсь, что они исправят этот эксплойт и отследят всю цепочку. Так как, будучи обычным игроком, не имея логов, сложно отследить все действия. А уже после фикса могу рассказать, как он это делал. Но самое удивительное во всей ситуации, то что скорее всего этот эксплойт существует уже более 2-3 лет. И для автоматической системы Blizzard он вполне вероятно может выглядеть легитимно, так как имеет некоторые особенности. К сожалению, я не играл активно до дополнения Midnight, но находил информацию, что ранее подобные случаи были, когда появлялся какой-то человек и рушил рынок. На мой взгляд, тогда это было не так заметно, или не было людей, которые действительно хотели бы разобраться в этом. А в Midnight это переросло в безумные объемы, в том числе из-за переработанных профессий. Но реворк профессий и влияние концентрации на экономику – это тема для отдельного ролика. Очень надеюсь, что Blizzard оперативно все пофиксят и забанят всех виновных, так как, на мой взгляд, это очень сильно повлияло на текущую ситуацию на рынке Midnight. Мне было бы интересно почитать, что вы думаете по этому поводу, и как только все пофиксят, я расскажу более подробно. А рассказать есть что. Всем удачи!